Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, разумеется, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня я сделал небольшую финскую нарезку новостей. Кому интересно, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Но начну я с душераздирающей новости из Норвегии. Известный правозащитник Владимир Осечкин устроил 3-часовой срочный стрим под заголовком «Предсмертный звонок из норвежской тюрьмы». Я схватилась за сердце. Что там злые норвеги удумали? Приготовилась донатить на венок, но, слава богу, покойный оказался живее всех живых. Опять чудит Андрей Медведев, бывший вагнеровец, о котором я рассказывала аж в 2 видео. Поэтому не буду повторяться. Кому интересны подробности, смотрите по ссылке в описании. Как я поняла, несмотря на апелляцию, решение о депортации Медведева из Норвегии в Россию осталось в силе. И на протяжении 3 часов Осечкин рассказывал о тяжелом детстве Медведева, трудной юности, нелегкой судьбе, потом о переходе на сторону добра и о большой помощи Украине в деле разгрома группировки Вагнера. Да, признает Осечкин, в Норвегии Медведев вел себя не лучшим образом. Сделал ли Андрей Медведев кучу пакостей в своей жизни? Да, к сожалению, сделал. Вел ли себя Андрей Медведев в Норвегии законопослушно, с уважением, относясь к стране, которая его приняла и о нем заботилась? К сожалению, ответ нет. Совершил ли Андрей Медведев в Норвегии целый ряд проступков, которые его дискредитировали в глазах норвежцев? Да, к сожалению, совершил. И драка, и алкоголь, и где-то грубость, и так далее. Но депортировать в Россию его никак нельзя. Там ему грозят пытки и, возможно, даже смерть. Впрочем, смерть нам всем грозит рано или поздно. Продолжим. И ведь, напоминает Осечкин, Медведев недавно стал отцом. Малыш Марк имеет право на отца. Медведев одумался и впредь обещает вести себя смирно. Поэтому Осечкин обращается к премьер-министру Норвегии и просит пересмотреть дело Медведева и отменить депортацию. Я прослушала эту мелодраму и нахожу депортацию логичным финалом. Россия для Медведева не так опасна, как Медведев для Норвегии. Медведев, разумеется, на родину не хочет. Ему понравилось в Осло барагозить. Но есть компромиссный вариант. Раз Медведев сделал столько хорошего для Украины, почему бы не передать его Украине? Логично же. Шпиономания крепчает в Финляндии. Добрались до детей. В ноябре 2024 года 14-летний подросток должен был вместе с другими школьниками ехать на экскурсию на АЭС Олкилуото. Как я поняла, у парня 2 гражданства – Финляндии и России. Ему сообщили, что он не может участвовать в мероприятии, так как родился в России. Глава пресс-службы АЭС Йоханна Ахо заявила, что на основании оценки рисков в области корпоративной безопасности и сотрудничества с властями Финляндии было принято решение не допускать граждан России и Беларуси на экскурсии на ядерные объекты. Отсюда можно сделать вывод, что с гражданством любого бандустана вы можете попасть на экскурсию. Добро пожаловать! А опасны только граждане, и дети в том числе, 2 стран в мире. Как влияет имя на трудоустройство, можете сами догадаться. В Хельсинки завершился судебный процесс над россиянином Владиславом Торденом, Яном Петровским. Я о нем тоже рассказывала уже, есть видео, смотрите по ссылке в описании. Адвокат требовал освобождения Тордена, но суд оставил его под стражей до вынесения приговора 7 марта. Торден был заместителем командира отряда ДШРГ «Русич», ответственного за нападение на украинских солдат в сентябре 2014 года.
Он отвергает все обвинения, не участвовал, не стрелял. Прокурор требовал пожизненного заключения по 5 пунктам обвинения. Если Тардена приговорят к пожизненному, он останется отбывать наказание в Финляндии. А там, глядишь, и ВНЖ получит по гуманитарным соображениям. Полиция раскрыла подробности убийства украинца средних лет в Каяне, в Финляндии. В прошлом октябре украинцы бухали в ночь с понедельника на вторник. Когда на работу идти не нужно, то праздник каждый день. В ходе застолья у пары возник семейный спор, и подруга прирезала друга сердца. Другая собутыльница, по совместительству близкая родственница главной подозреваемой, помогла замести следы преступления. Обеих взяли в октябре под стражу, но теперь они освобождены. Главная подозреваемая получила запрет на выезд. Прибыли они сюда годом ранее, в 2023 году, вероятно, беженцы, и живут на пособии. Возник вопрос. Не так часто в криминальной хронике упоминают национальности. Почему здесь вдруг отступили от обычной практики? У кого какие варианты? Мой вариант. Хотят показать, что украинцы хорошо адаптируются в Финляндии, ведь убийство по пьянке – это типично финское убийство. Культурно близкий народ. Суд Финляндии приговорил примерно 40-летнюю мать к 3 месяцам тюрьмы условно за похищение собственных детей. У разведенных родителей была совместная опека над детьми младше 10 лет. Дети жили поочередно у родителей, но были зарегистрированы по адресу отца. Летом прошлого года мать вывезла их из Финляндии в Россию на летние каникулы, пообещав вернуть через 2-3 недели. Но вернулась одна, заявив, что детей не вернет, пока супруг не исполнит ее требования по разделу имущества. Однако ее план шантажа не сработал. В ноябре мать заключили под стражу до суда, а в декабре отец сам забрал детей из России и вернул в Финляндию. Сейчас мать осуждена и освобождена. Приговор не вступил в законную силу, возможно, он будет обжалован. В прошлые выходные в Финляндии свингеры зафрахтовали целый паром на 2800 мест, чтобы спокойно наладить контакты. Год назад свингеры отправились в круиз с обычными пассажирами. Получился легкий дискомфорт для семей с детьми. Представьте, некоторые двери кают настежь, в коридорах люди в коже и латексе, на детской площадке кувыркаются пьяные взрослые. В общем, родители были в шоке. Мы ожидали Мумивёд, а тут 50 оттенков Балтийского моря. Теперь свингеры поступили умнее. Они забронировали весь корабль и отправились в круиз из Турку в Стокгольм. 1800 человек. Представляете, капитан встречает гостей. «Приветствуем на борту, пристегните ремни». «А, да кого я учу?» Компания-перевозчик Tallink Silja сообщил, что вообще-то у них чартерные круизы довольно часто бывают. Интересно, какие там еще темы. БДСМ-круиз. В общем, детей в море лучше не брать. Россиянам в прошлом году было выдано 160 положительных решений по предоставлению политического убежища. 236 человек получили отказ, 22 человека получили временную защиту. Еще почти 600 россиян ждут решения о предоставлении убежища в Финляндии. Одна пара ЛГБТ из России теперь может вздохнуть с облегчением. Сначала Мигри отказала им в убежище, они подали апелляцию, и суд пришел к выводу, что заявительницы Виктория Цветкова и Анна Илюкович-Строковская обоснованно боятся преследований в своей стране из-за сексуальной ориентации. В итоге в ноябре прошлого года пара получила убежище в Финляндии. Было признано, что они подвергаются риску преследования в России из-за своих политических взглядов и принадлежности к социальной группе.
Теперь женщины живут в безопасности в Тампере и могут не скрывать своих отношений. Гей-паре из России Мигре отказала в политическом убежище. Миграционная служба Финляндии не сочла избиение, увольнение и травлю, которым подвергались Алексей и его супруг Андрей в России, достаточными основаниями для предоставления политического убежища. Вместо этого ведомство рекомендовало паре обратиться за защитой своих прав в российскую полицию. Андрей и Алексей подали апелляцию, посмотрим, что скажет суд. Время от времени в СМИ всплывают случаи краж в ресторанах. Обычное дело, сумочку повесила на спинку стула, оттуда что-то вытащили. В ноябре прошлого года в Финляндию заехал очередной гастролер-иллюзионист. Действовал он так. Сидят люди где-нибудь в кафе или ресторане, подходит человек и спрашивает: «Вы говорите по-французски?» Люди такие: «Нет». Ну и ладно. Кладет какую-то бумажечку на телефон, лежащий на столе, что-то там бормочет, «Je ne mange pas ce jour», улыбается, потом прощается, а телефон раз – испарился. Все происходило так быстро, что люди сразу и не замечали пропажу. За 2 недели ноября 2024 года в полицию Хельсинки подано 23 заявления о краже телефона. Полиция искала преступника, но он, как настоящий маг, растворился в воздухе. Но фокусник допустил ошибку. Он решил вернуться в Финляндию 31 января этого года. Видимо, ему понравились финские кафе и телефоны. Он был арестован. Национальность фокусника не упоминается, но один из украденных им телефонов через 6 дней появился в Румынии. Может быть, конечно, это совпадение. В общем, если кто-то у вас интересуется, говорите ли вы по-французски, прячьте телефоны подальше. Полиция Финляндии предупреждает: таксисты взимают с пьяных клиентов 10-кратную плату за проезд и советует пассажирам требовать чек за оплату, в котором указана сумма, имя предпринимателя, контактные данные и номер компании. Не стесняйтесь также фотографировать регистрационный номер такси. Случаи, когда с банковской карты намеренно снимают неправомерно завышенные суммы, расследуются как мошенничество с использованием электронных средств платежа. Лично я после реформы такси, проведенной в 2018 году недоброй памяти госпожой Бернер, которая отменила лицензии на такси, и теперь не то что ехать, на таксистов иногда взглянуть страшно. Я пользуюсь такси лишь в самом-самом крайнем случае. Хорошая новость. Дикие такси изгнаны из аэропорта Хельсинки. Теперь на стоянке работают только 4 одобренные аэропортом компании. Это Фиксу такси, Ляги такси, такси Хельсинки и Менева. Все тарифы расписаны ясно на табло. До центра Хельсинки можно добраться по разумной фиксированной цене около 40 евро. Для такси, у которых нет договора с аэропортом, есть где-то остановка, где-то рядом с паркингом P2. Плохая новость: цены выросли, потому что НДС на услуги такси повысили с 10% до 14%. Власти Хельсинки тоже устали от жалоб на такси и решили изгнать дикие такси с привокзальной площади. С этого лета на привокзальной площади в Хельсинки будут работать такси только 2 компаний. Это решение вызвало протесты у водителей диких такси, которые считают, что честных предпринимателей вытесняют с рынка. Таксисты недовольны, что их зовут дикими такси, и считают, что общество не дает им возможности работать. Таксисты жалуются на плохое обращение, низкие доходы и грозятся массово перейти в получателей пособий. С другой стороны, клиенты типа меня горячо приветствуют нововведение. Беря такси, мы хотим быть уверены, что за рулем профессионал, таксометр не сломан и стоимость поездки не станет неприятным сюрпризом. Ну и под занавес новости Испании. Бесплатный проезд на электричках завершился.
Но желающие прокатиться бесплатно остались. Два молодых марокканца решили проехаться бесплатно и запрыгнули на крышу высокоскоростного поезда на станции Льейда. Один получил удар током 27 тысяч вольт и сгорел. Ему было 25 лет, второму 23 года, он госпитализирован. Они, наверное, не знали, что железная дорога – это источник повышенной опасности. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!